Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим вот такую вкуснятину. Это печеночные котлетки из куриной печени. Они очень вкусные и изысканные. Изысканные потому, что в них содержится один ингредиент, который делает эти котлеты настолько вкусными. Пожалуйста, досмотрите до конца видео. В течение видео я назову этот ингредиент, который не все добавляют в котлеты. Но он настолько делает эти котлеты вкусными, что без него даже ничего не начинайте делать. Именно в этом ингредиенте вкус и изыск этих котлеток. Давайте готовить. На столе у меня не все ингредиенты, так что досмотрите до конца. Здесь у меня 500 грамм печени, уже почищенной, промытой. Я проверила печень на предмет наличия желчного мешочка, его тут не было. Очистила печень от жировых образований. И вот она у нас такая чистенькая тут. Далее 180 грамм свиного подчеревка. Я не брала сало, потому что оно слишком топкое, а вот подчеревок как раз хорошо к котлетам. Далее тут 2 луковицы в таком разобранном виде, 1 яйцо, понадобится чайная ложка соли, пол чайной ложки перца черного. Если вы хотите добавить свои какие-то приправы, пожалуйста, добавляйте. Я еще добавлю 1 столовую ложку майонеза для того, чтобы убрать запах печени. Итак, давайте готовить вкусные котлетки. Теперь все просто. Разрезаем лук так, чтобы можно было его опустить в приемник мясорубки. И попеременно перекручиваем вместе с печенью и нарезанным меленькими кусочками салом. Лук, сало и печень я прокрутила через мясорубку. Теперь я добавляю сюда яйцо, чайную ложку соли, перец, пол чайной ложки. И все это перемешаю пока без майонеза. Здесь важно, чтобы печень и сало пропитались ароматами лука, перца. Все это вобрали в себя. Вот сейчас получается такая симпатичная кашица. Чтобы у нас котлеты не распадались на сковороде, в нее нужно добавить 4 столовые ложки муки или крахмала. Что у вас есть? Что вы предпочитаете больше? На сегодняшний день у меня есть мука. Вот такие, с небольшой горкой добавляю муку. Все перемешали. Добавляем 1 столовую ложку майонеза. Я возьму десертную с горкой, потому что столовая у меня просто не влезет сюда. Вот так. И перемешаю. Ну вот, друзья, наконец дошла очередь до того самого ингредиента, о котором я говорила в начале видео. Это кориандр. Но обратите внимание, что он целый. Именно целые семена кориандра, размолотые непосредственно перед приготовлением фарша, дают тот самый изысканный, яркий и неповторимый вкус этим котлетам. Измельчите их в ступке, либо в мельнице, либо в кофемолке, 2 чайные ложки и добавьте в фарш.
теперь пришла очередь пожарить котлеты. Я налила масло на сковороду, нагрела его. И теперь столовой ложкой выкладываю котлетки на сковородку. Жарю котлеты по 3 минутки с каждой стороны при закрытой крышке. Сейчас я их проверю на готовность. Да, уже и вторая сторона поджарилась. Котлетки выкладываю в подготовленную кастрюльку. Теперь можно сделать освежающий соус для котлет. Соль, перец, укроп, сметана. Соль, перец добавляем по вкусу, укроп мелко нарезаем ножом. Ну вот, друзья, посмотрите, сколько котлет получилось всего лишь из полкилограмма печени и 180 грамм подчеревка. Представьте, сколько человек можно накормить этими котлетами. Улетят они со свистом просто, потому что очень вкусные. И все благодаря кориандру. Еще раз повторюсь, не начинайте делать эти котлеты, если у вас нет целых зерен, вернее семян кориандра. Измельчите их перед приготовлением фарша. У них будет очень яркий аромат, и ваши котлеты пойдут на ура. Поэтому всем рекомендую приготовить такие вкусные котлеты. Побалуйте себя и свою семью, насладитесь их вкусом. А я вам, как всегда, говорю, до скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Как же это вкусно! Их можно давать даже маленьким деткам. Наслаждайтесь! Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов!